Савата – лучший бальнеологический курорт Румынии. Сюда приезжают тысячи людей, чтобы окунуться в первозданную природу и почувствовать на себе ее силы. Савата – это десятки геотермальных озер – Урсу, Алуниш, Рошу, Негру. Урсу или Медвежье озеро – самое большое геотермальное озеро в Европе. Мы проведем здесь целую неделю, и я вам все покажу. Вот такой вот маленький коттеджик у нас внутри. Вот так. А сейчас покажем вам территорию и все, что здесь есть. Новые жильцы заехали в новый коттедж. У нас тут растет черешня, и Алиса уже ходит, собирает ягодки. А мама пока вещи разгружает из машины. А потом пойдем с тобой на батуты мы. Да. Здесь вот так. Печь, умывальник, стол, где мы будем обедать. И там у нас кухня. Сейчас покажу поближе. Там плита, мама что-то варит, там сосиски, кашку, микроволновка. Вот так. И здесь такой стол, где обедают все. Ку-ку, где Алиса? Алиса, угу. И вот такой вот наш двор. Здесь на этих пенечках на солнце, конечно, сидеть невозможно, но когда стемнеет, чуть-чуть солнце уйдет, то хорошо. Вот такой соседний коттедж есть. А еще Алиса хочет показать нам что? площадку. Детскую площадку. Идем. Вот здесь есть такой батут для деток. Алиса ходит прыгать. Жабы квакают. И вот такая горка с песочницей. Наблюдательный пост. Туалеты душевые отдельно находятся. Здесь умывальник, где можно умыться. И туалеты душевые, получается, на 3 коттеджа. Вот, 2 туалета и 2 душевых. А еще здесь есть сауна позади меня. И вот такая бочка деревянная, наполненная водой. Ты распариваешься в сауне и залазишь в холодную воду охлаждаться. Ставочек есть. Можно форельку половить, удочки хозяин дает. Классно. Ночью так жабы квакали сегодня. Этот ставочек получается прямо за нашим домиком. Поймали 2 рыбульки. Они такие маленькие, что, наверное, я их отпущу сейчас назад. Пошли отпусти. Выпусти, да, тебя? Плыви. И ты плыви. Опа. Господи. Что ты, Тая? Давай, иди отпусти. Ты это сотрясение мозга сделала, по-моему. Ну, было, да? Да. Здесь есть садик небольшой и черешня. Алиса ходит сюда, рвет ягодки сама, ходит, моет и жует. Черешня, кстати, очень сладкая, вкусная. Мы сейчас находимся в Савате и приехали на озеро Урсу. Это Медвежье озеро, оно термальное, температура воды достаточно теплая. И оно открыто для купания с 1 июля. И я думаю, что народу будет достаточно, особенно на выходные. А, бабушка, медведь! Сувениры, надувашки всякие, очень много таких лотков. А вот и само Медвежье озеро. Красиво.
вход на озеро платный, сколько мы еще не выясняли. Для начала мы решили пройтись по вот такой дорожке вокруг озера. Но здесь, чтобы люди не проникали бесплатно, решетка. Тюрьма, а не озеро. И там еще есть еще одна оградка внутри, чтобы никто не вылез. Мало того, что один забор, и там внутри еще один заборчик. Здесь вот такие аллейки, помост деревянный, и можно пройти вокруг всего озера. Тут есть везде таблички с разными птицами, которые тут обитают. А еще тут есть табличка Wi-Fi. Табличку Wi-Fi я увидела первее, чем рисунки с птицами. Сейчас я проверю, точно что. Тай, ну мы же приехали не в Wi-Fi сидеть. Ну вот как-то впечатление у меня такое двоякое. Хочется погулять и наслаждаться красотой. Но вот этот забор тюремный, он все портит, красоту озера. Здесь живут уточки, их кормят, смотрю. Еще вокруг озера везде видеокамеры. Как у нас в Парке Победы, да? Угу. Не успели выйти из дома, Алиса хочет есть. Все как всегда. Здесь вокруг озера в лесах обитает очень много медведей. Поэтому озеро и называется Медвежье озеро. Урсу Лейк. Да. И еще змеи-лягушка. Змеи-лягушки, Алиса подсказывает. Жуки, улитка, лягушка маленькая. Тут есть несколько озер, они все в пешей доступности, и можно от того озера до другого дойти пешком. Но самое большое это Урсу. Это все заповедные территории. Мы дошли до второго озера, и везде висят таблички, что купаться в нем нельзя. Смотрите, так интересно, дорожка, какие-то белые камушки. Затем идет труха от деревьев. Затем вот такой вид камней. Здесь шишки. Ты нашла шишку, да? А здесь дальше уже гравий. Вот здесь инструкция к применению. Здесь нужно разуться и идти босиком. Это для массажа ног. Так. Дойдешь до конца? Шишки. И Алиса пошла сначала. Где самые приятные ощущения? Ай, шишки самые противные для меня. Нет, шишки неприятные. Это Миша или волк, волчик, да? Перед тем, как посетить само озеро Урсу, всем советую обойти это озеро вокруг. Отличная прогулка в тени деревьев и много интересных локаций. Знаете, что похоже озеро само? Именно вот эти вот штуки в воде. Все это озеро где-то в года 2 назад, или когда мы были на Херсонских озерах розовых, да? Да, да, до войны. Похоже, да? Угу. Ну, только там у нас более красивая вода была, именно розовая. А здесь такая красивая. поносного цвета немножко. Смотрите, какая красота из соли. Смотрите, как поросят вырезали прям в коре упавшего дерева. Хрюшки. Мама свинья и детки. Алиса залезла на орла и летит, как доктор Айболит. Рядом с Урсу есть вот такое озеро, оно называется Алунис. Здесь тоже платный вход, и вот
Дяденьки уже плывут. И здесь людей поменьше, я смотрю. Сейчас пойдем узнаем. Везде натянуты цепочки. Я не знаю, по-моему, купаться нельзя сегодня. Итак, вход 125 лей за нас всех. За двоих взрослых и двоих детей. Купание в озере ограничено по времени. Можно купаться только 3 часа с утра до обеда и 3 часа после обеда, после 3 часов дня. Сейчас ровно 3 часа, и все ломанулись в озеро. Вода в этом озере геотермальная, она лечит многие заболевания. Тая первая уже уплыла. На Урсу едут за минеральной водой, причем на поверхности озера образуется слой пресной воды, который задерживает солнечный свет и греет всю поверхность. Температура в озере составляет 20-24 градуса Цельсия. На берегах Урсу стоят бальнеолечебницы. Здесь вам предложат теплые ванны, обернут грязью и проведут сеансы гидротерапии. Климат курорта хорош для лечения опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, проблем с венами и эндокринной системой. Это уже какое яйцо по счету? Расскажи мне. Второе. Одно мы уронили на пол, да? Нет, не у меня тоже. У тебя рот большой, ты можешь много сожрать, по-моему. Жадная какая-то у тебя сестра. Язык. Лизнуть только можно, а то много откусишь. Нет, язык. Мне кажется, что после 3 часов дня людей здесь намного больше, чем с утра. Утром все спят еще. Алиса посмотрела на Таю и тоже сюда пробралась. Тая! Вода очень приятная, но глубины здесь нет. Мне кажется, она такое глубокое. Тая нырнула, и ее даже видно не было, головы. А я не достала видно. Ты заходишь второй раз, так ух! А вот этот небольшой бассейн, озерный с ограждением, это специально для тех, кто не умеет плавать. Здесь воды буквально по пояс. И это, в принципе, хорошо для деток маленьких, чтобы не пускать их туда, в открытое озеро. Удобно. Устала уже? Нет. Я вообще чью-то сережку золотую нашла, бижутерию. Да, отдала человеку, молодец. На сегодня мы уже накупались и собираемся домой. А завтра, в следующем выпуске, мы покажем вам второе озеро Саваты, озеро Негру. Хочу добавить, что в Савате есть большие торговые магазины. Вот Lidl, один из них. И прямо через круг рядом с Lidl'ом Kaufland. Огромный просто. Алиса соскучилась по Lidl'у. Она эти пончики так любит. Боже. Началось. Не знаю, выберите. Сейчас вот специальные штуки, в которые мы покладем.
Красивая природа, красивая Румыния напоминает мне нашу Украину. А здесь Алиса сделала себе домик вот такой на горке. А Тая на батуте? И я себе столки, ее не было видно. А тут второй домик у нас. Главное, что тут Wi-Fi ловит. Это домик с интернетом такой, VIP-шалаш.